Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Существует круг повествования, который никогда по-настоящему не заканчивается, как волна, разбивающаяся снова, а берег, слухи и спекуляции продолжают приходить, ударяя по двум именам, которые должны были бы быть известны лишь своим талантом, искренностью и произведениями, вдохновляющими миллионы людей по всему миру — Тэхион и Чонгук. Каждый раз, когда мир успокаивается, каждый раз, когда их шаги кажутся умиротворенными, всегда появляется тень из темного уголка интернета, пытаясь снова втянуть их в водоворот противоречий, которых они никогда не создавали. Среди блеска сцены, оваций на концертах и света камер, которые следуют за ними повсюду, есть другая сторона славы, которую редко кто видит. Невидимое давление, вызванное необоснованными слухами и клеветой, которые постоянно перерабатываются теми, кто нуждается в скандалах, чтобы оставаться на виду. Как это иронично, два человека, которые посвящают жизни любви, усердию и преданности искусству, становятся целью историй, созданных, чтобы опорочить их. Годы идут, а шаблон остается прежним. Размытое фото публикуется без разрешения, короткое видео распространяется вне контекста, кусок информации искажается в новый драматический сюжет, который будоражит любопытство публики. Появляются новые аккаунты, которые выдают старые нарративы за эксклюзив, словно ленивый сценарист меняет только фон и второстепенных персонажей, чтобы снова продать пустую историю. Тэхион и Чонгук никогда не просили мира восхищаться ими. Они просто поют, пишут, танцуют, создают музыку и празднуют жизнь с любимыми людьми. Но слава имеет цену, и для них эта цена часто оплачивается украденным покоем. Бывали времена, когда одна дружелюбная улыбка трактовалась как секретный знак, когда дистанция между ними воспринималась как конфликт, а их общение становилось предметом обсуждений, а не поводом для радости. За кадром они остаются людьми, они устают, у них есть предел терпения, у них есть право любить, ошибаться, быть счастливыми и выбирать молчание, когда мир требует ответов на вопросы, которые не стоило задавать. Но есть одно, что у них никто не сможет отнять – подлинность. Пока туман слухов и лжи пытается затмить этот свет, правда продолжает сиять через их творчество, поступки и искренность. Вот почему, несмотря на клевету, миллионы сердец продолжают стоять рядом с ними. Не из-за теорий или фантазий, а потому что верят в их настоящую сущность. Это не просто история двух артистов, которых часто оклеветывали. Это рассказ о том, как честность может выжить даже в мире, который порой больше любит ложь, чем правду. На протяжении многих лет Тэхион и Чонгук были пойманы в бесконечный круг необоснованных слухов, кампаний ненависти и теорий без фактов, которые постоянно всплывают снова и снова. Самое тревожное в этой ситуации то, что когда они просто живут своей жизнью и с энтузиазмом и преданностью занимаются карьерой, они все равно становятся мишенью для медиа-атак, абсурдных спекуляций и лжи, созданных для очернения их репутации. Шаблон повторяется и очевиден. Время от времени появляется скандал, якобы новый, хотя на самом деле это всего лишь переработанная версия старого нарратива. Тэхион и Чонгук, несомненно, являются одними из самых влиятельных и любимых фигур в индустрии. Их глобальное влияние огромно, и только их имя способно привлекать массовое внимание публики. К сожалению, это также означает, что многие используют их имена ради собственной популярности, создавая истории, основанные на противоречиях, а не на правде. Слухи распространяются с одинаковой целью и в одном формате. Часто маскируются под эксклюзивные утечки, хотя на самом деле повторяют старые ложи. Некоторые люди, похоже, больше заинтересованы в поддержании драмы, чем в уважении к правде или честности артистов. Иногда одно фото, сделанное без разрешения и стратегически опубликованное, может перерасти в масштабный скандал. Некоторые источники, известные манипулятивными методами, распространяют подобный контент, чтобы вызвать негативную реакцию. Так как использование чужого имени не привлекает столько внимания, Тэхион и Чонгук становятся главными мишенями, а их слава эксплуатируется ради вовлеченности и виральности. Чонгук, в частности, за последние годы столкнулся со множеством преувеличенных и необоснованных слухов, от романов с различными людьми до сенсационных историй без достоверности. Когда возникали спекуляции о личной жизни, он даже напрямую заявлял, что не состоит в отношениях, однако слухи продолжали циркулировать, будто его слова никогда не были услышаны. Тем не менее, Чонгук сохраняет спокойствие и искренность, несмотря на постоянное давление и негатив со стороны мира. Многие фанаты просто хотят, чтобы Чонгук и Тэхион нашли покой, счастье и любовь без искусственных драм. Те, кто долго наблюдает за их дружбой, видят связь, построенную на лояльности, уважении и искренней поддержке. Их совместные моменты, ужины, поездки, личное время часто интерпретируются как доказательство крепкой связи, какой бы она ни была формой. Но некоторые продолжают отвергать возможность близости, используя цифровую манипуляцию для продвижения противоположного нарратива.
развитием технологий искусственный интеллект облегчает создание поддельных изображений и видео, что подогревает фантазии и дезинформацию. Размытые фотографии, нереалистичные ракурсы и несоответствия, включая различия в одежде или повторяющиеся жесты, часто свидетельствуют о недостатке подлинности контента. Ирония в том, что многие тратят силы не на уважение к приватности и человечности артистов, а на их дискредитацию. Как Тахион, так и Чунгук неоднократно связывались без доказательств с другими публичными личностями. Сенсационные утверждения распространяются для привлечения внимания, хотя ясно, что они созданы лишь для просмотров и вовлеченности. Размытые видеоклипы низкого качества и тайно сделанные фото публикуются, потому что их сложнее проверить, а отредактированные изображения используются для создания сюжетов, которых никогда не существовало. На самом деле Чунгук недавно вернулся в Корею после работы в Японии. Его график заполнен тренировками, эфирами и профессиональными обязанностями, а не романтическими сценариями, как пытаются представить слухи. Но Тахион и Чунгук продолжают оставаться мишенью новой волны спекуляций. Проблема не только в распространении манипулятивного контента, но и в том, насколько легко нарушается их приватность без учета их благополучия. Пришло время перестать проецировать собственные фрустрации и использовать имена Тахиона и Чунгука как инструмент конфликта или способ привлечения внимания. Те, кто действительно следят за их карьерой, знают, что им не нужны ложные истории, чтобы сиять. Их талант, преданность делу и значимые отношения с фанатами говорят громче любых слухов. Фальшивые нарративы никогда не определят их. Наследие будет формироваться искусством, трудом и искренностью, которые они дарят миру, гораздо сильнее любых лживых историй. И в конце, когда экраны телефонов гаснут, комментарии прекращают течь, и новые темы заменяют старый шум, остается одна истина – ложь никогда не изменит правду. Время в конечном итоге всегда на стороне тех, кто искренен. Тахион и Чунгук пережили неисчисленное количество бурь. Они наблюдали, как их имена используют для провокации реакций, как каждый взгляд, жест и даже молчание становится предметом спекуляций без разрешения. Но, несмотря на это, они не потеряли свою суть. За камерами и требованиями публики они остаются людьми, которые продолжают творить, мечтать и любить жизнь. Есть что-то очень сильное в спокойствии человека, который выбирает не отвечать на ложь шумом. Есть сила в их молчании, в том, как они продолжают двигаться вперед, в том, как они не позволяют миру диктовать, кем им быть. Для некоторых слухи каются победой, но для тех, кто видит глубже, это лишь подтверждение того, насколько велик свет, который пытаются потушить. На каждой сцене, с каждой песней, с каждым моментом рядом с фанатами они демонстрируют факт, который невозможно подделать. Их творчество гораздо больше любой фальшивой истории. Всегда будут те, кто пытается повторно оживить старые истории, вызвать эмоции или возродить устаревшие слухи. Цифровой мир не спит, и каждый клик – это шанс для кого-то привлечь внимание. Но среди этого шума есть миллионы сердец, которые не ослеплены. Есть слушатели, которые чувствуют искренность. Есть зрители, которые понимают истинную преданность. Есть фанаты, которые знают, что реально, а что лишь тень. И для всех, кто наблюдает этот путь, кто верит даже в трудные моменты, кто отказывается погружаться в ненависть, кто выбирает защищать, а не причинять боль, они являются подтверждением того, что искренняя поддержка все еще существует в мире, часто полном фальши. Возможно, эта история никогда не закончится полностью. Возможно, слухи будут появляться снова в разных формах, но теперь каждый может выбирать – быть частью лжи или стоять рядом с правдой. Тахион и Чунгук не определяются тем, что о них говорят. Они определяются любовью, которую они выражают через музыку, путь, который они строят с нуля, смелостью оставаться собой, даже когда мир пытается их изменить. В конце концов, их наследие не пишут руки, распространяющие клевету. Наследие пишут миллионы душ, которые ощущают их присутствие не через страх, а через честность, искренность и свет, который никогда не гаснет.